Добрый день, друзья! Сегодня у нас с вами предновогодний мастер-класс по созданию интерьерной диванной наволочки. И не простой, а в стиле микс-медиа. Давайте сошьем такую подушку, чтобы приходящие гости ахали, разглядывали ее, ковыряли пальцем. Это всегда делают мужчины, впадая в ступор при виде текстильных картин. И спрашивали, как это сделано. Но это шутка, а теперь к делу. Мы смешаем 4 основных техники в работе. Этот вид искусства и называется микс-медиа, потому что здесь смешиваются изобразительные средства. В данном случае это будут принты, использование акриловых красок как рисование фона, текстильная аппликация и вышивка. Эту подушку я шила на заказ с заданной гаммой, а отправной точкой служила вот эта ранее сшитая композиция микс-медиа, понравившаяся заказчице. Начала с принтов. У меня сохранился с осени большой запас засушенных листьев, которые я предварительно слегка замочила в воде, чтобы они не были слишком хрупкими. Кстати, вы спрашивали, можно ли их использовать. Очень даже можно. Потом подсушила их бумажным полотенцем и сделала отпечатки на белом хлопке в большом количестве, с запасом, чтобы можно было выбрать отпечатки более красивые. Акриловые краски слегка разбавила водой, буквально несколько капель из шприца, чтобы акрил лучше проник в волокна ткани. Акрил неразбавленный и разбавленный водой дают совсем разные отпечатки. Я об этом говорила в ролике про монопринты. Кто интересуется этой темой из новых зрителей, ссылка на соответствующий ролик внизу под этим видео в описании. В данном случае мне хотелось получить более размытые отпечатки, их легче вырезать и пришивать, потому что пропитанные акрилом края совсем не махрятся. Но сильно разбавлять акрил все же не советую, потому что отпечатки могут получиться совсем размытые и некрасивые, похожие на лужицы. Поэтому я и использовала шприц как дозатор воды, чтобы не перелить. Ощущение правильной концентрации раствора приходит с опытом. Затем еще лайфхак. Бывает, нам хочется получить двухцветные отпечатки, как было нужно и мне в данной ситуации. Мне прислали образец обивки дивана, для которого шилась эта наволочка. И там помимо серо-голубых были еще и слегка бежевые тона. Делается это так. После обязательного высыхания первого слоя краски, можно для ускорения процесса высушить принты феном, мы добавляем поверх нее второй акриловый слой, который предварительно ощутимо разбавляем водой до акварельной прозрачности. И этот второй слой впитывается во все незакрашенные первой краской области принта. При этом с закрашенными участками, поскольку они высохли, второй разбавленный слой контактирует мало, и получаем в итоге очень интересный эффект. Вот посмотрите на мои осенние опыты в этой технике. Мне самой этот способ очень понравился, и теперь буду применять его и вам советую. Оставшуюся краску использовала для окрашивания просто кусочков ткани, чтобы использовать и их для цветовой переклички в аппликации позже. Принты и эти окрашенные кусочки просушила в духовке и потом еще прогладила. Это надо делать обязательно при работе с акриловыми красками для бытовых изделий, которые будут предположительно стираться или чиститься. При тепловой обработке акрил прочно впечатывается в ткань, как бы сваривая ее волокна, и делается устойчивым к стирке. Я убедилась в этом, сделав принты акрилом на пододеяльнике, и они выдержали множество стирок. Переходим к этапу текстильной аппликации. Здесь я использовала разные виды холста, вырезанные принты, отрезки кружев и тесьмы и добавила всяких интересных винтажных фактур. Прикалываем все булавками. И здесь я хочу обратить ваше внимание на такой момент. Если вы планируете сделать еще принты прямо поверх лоскутов, как это сделала я,
А эта техника смотрится очень эффектно. Она и создает эффект смешивания слоев, плавного перетекания и переклички их друг с другом. То не спешите пришивать кусочки ткани к основе. Дело в том, что при печати принтов на пришитые кусочки аппликаций нитки портят весь эффект. Краски на них ложатся неаккуратно, в итоге получается грязь. Я убедилась в этом на собственном опыте, когда осваивала эту технику. Так что сначала принты, потом пришивание деталей. Как раз нитки поверх краски смотрятся весьма художественно и эффектно. Мой любимый способ печати принтов через трафареты, которые я изобрела сама, старая шерстяная перчатка, надетая поверх резиновой. Перчатка – самый лучший для меня инструмент, а вовсе не губки на палочке, которые продаются для этой цели. Пальцем мы можем более точно регулировать по ощущению как количество краски, которое мы набираем, так и степень нажатия на ткань основы при переносе краски. Особенно это здорово получается, когда нам надо создать чуть более бледный оттиск на стыках между деталями композиции. Мы как бы плавно соединяем их таким образом, интегрируем друг в друга. Акриловую краску в этом случае при работе перчаткой разбавлять водой нельзя, иначе на ткани останутся грязные расплывчатые пятна. От степени нажима зависит четкость изображения. Теперь на этой стадии, несмотря на то, что у нас еще будет работа акрилом, мы можем, наконец, избавиться от булавок и слегка начать пришивать детали к основе. Здесь я работала прямой свободной строчкой, пришивая листья по контуру прожилок, а лоскуты, кружево и тесьму прихватывая прямой строчкой в нескольких местах посередине детали. Каменную кладку принтов прошила тоже прямым ходом, следуя рисунку. Затем добавила винтажные фактуры, старинное кружево и тоже прошила их достаточно незаметно, следуя их узорам прямой строчкой. Стежка и детальная вышивка будут позже, потому что у нас на очереди еще два этапа – рисование фона и добавление деталей уже поверх него. Следующий этап в работе, тоже еще до стежки и вышивки, важный с точки зрения создания общего фона, общей цветовой гаммы всей композиции. Работаем разбавленными акриловыми красками по периметру нашей композиции. Можно вклиниться и между ее деталями. Просто закрашиваем по собственному усмотрению участки работы, стараясь создавать размытые акварельные переходы, хоть это и акрил. Повторяю, акрил более стойкая краска в быту, чем акварель, поэтому используем его. И видим, что вся наша работа сразу задышала по-другому, стала единым целым, так сказать, микс-медиа во всей силе и красе. Ну и после этого можно еще поиграть немного с фактурами и нашить еще что-нибудь по вашему вкусу и по вашему усмотрению поверх. Это визуально и энергетически обогатит вашу работу еще больше. Ну и, наконец, вышивка. Конечно, все делаем на свободном ходу. Сначала прямой строчкой прошлась по прожилкам листьев и по наложенным лоскутам, кружевам и пряжи, просто чтобы незаметно пришить их к основе. Здесь, в микс-медиа, у нас с вами стоит другая задача, чем при стежке квилтов.
Там обычно хотят подчеркнуть объем лоскутов и фона пристежки, поэтому всегда стягают прямым ходом, выписывая иглой различные узоры. Здесь же наша задача как можно больше объединить детали композиции, слить их в одно целое, добиться эффекта плавного их перехода друг в друга на одной плоскости. Поэтому здесь наш ход стежки – свободный зигзаг. Он не только пришивает детали, но как бы впечатывает их в основу, чего прямым ходом добиться труднее. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что здесь у нас в работе изделие бытового назначения, которое предположительно будет стираться. Поэтому все края деталей должны быть пришиты накрепко. Это я тоже делала свободным зигзагом, но уже мелким и вертикальным, по нескольку раз проходя по кромке детали вверх-вниз. Свободный зигзаг не оставляет при аппликации ровного шва рубчика, который делает регулируемый зигзаг, и который я очень не люблю в художественном шитье. Он сразу как бы «сажает» в кавычках все восприятие работы, удешевляя ее вид. Он хорош, на мой взгляд, в сугубо прикладном шитье. В картинах я не пришиваю так край детали, там я это делаю другим образом, но картины мы, естественно, не стираем. Еще важное замечание о виде зигзага. При работе над картиной в технике нитяной живописи, как я вам многократно показывала в своих роликах, мы используем в основном вертикальный свободный зигзаг. Он гораздо более укрывистый, чем горизонтальный, и незаменим при заполнении цветом больших участков на широком шаге или плотной вышивке мелких участков картины на узком. Он просто как кисть создает плавные переходы оттенков. Это я вам показывала подробно в своей серии обучающих свободному зигзагу роликов. Ссылка для новых зрителей внизу под этим видео в описании. Но если мы хотим не укрыть всю поверхность работы плотной стежкой, а сохранить видимыми разные интересные детали, принты и фактуры в нашей работе, то лучший инструмент здесь – широкий горизонтальный зигзаг. Именно широкий шаг, начиная от 3–3,5 и выше. Стежка в этом случае получается как бы в виде сетки с очень широкими ячейками, особенно если мы сначала пройдемся горизонтально поперек работы, потом ее развернем на 90 градусов и снова пройдемся поперек. Я очень люблю этот вид стежки и использую его как раз в работах в стиле микс-медиа или при шитье ланчматов, например. И здесь я шла именно таким образом, по каждой пришиваемой детали 2 раза, поворачивая ее. Таким образом мы добиваемся поставленной задачи и выстегиваем деталь, и прижимаем ее плотно к фону, как бы впечатывая ее, и оставляем видимо ее фактуру. Нитки на этой стадии подбирала в цвет детали. Закончив со стежкой и обработкой краев, рекомендую еще пройтись вышивкой поверх некоторых деталей композиции, уже нитками одного цвета для создания более художественного эффекта и в целях опять-таки большего объединения участков в единое целое. Я использовала здесь белые вискозные нити для вышивки и шла тоже с широким горизонтальным зигзагом. Создаем, так сказать, то ли порывы ветра, то ли метель, то ли просто переходы. Теперь о принтах. Детали принтов, тех, что печатала непосредственно на основе, я вышивала прямой строчкой, конечно же, и следовала рисунку принта. По поводу принтов хочу сказать вот еще что. Если в результате они у вас получились не очень, не расстраивайтесь, это легко можно исправить. Там, где печать получилась слишком жирная, нет нужных прожилок и контуров, их можно дорисовать акриловыми контурами по ткани другого цвета. А там, где наоборот принт получился невнятный и бледный, то недостающие элементы и линии прорисовываем контуром того же цвета. А иногда этого делать и не стоит, чтобы не уничтожить весь художественный эффект принта. Тут уже дело вашей творческой интуиции. Не буду вдаваться в детали пришивания подкладки и вшивания молнии, этого дела много на YouTube, не хочу повторяться. Но вроде обо всем рассказала и все показала. А вот что получилось у меня в итоге.
Друзья, на будущий год у меня много задумок и планов. Много есть что показать и о чем рассказать. Так что проверьте свои колокольчики, нажаты ли они в верхнем положении. И не забываем про лайк. Благодарю от души всех моих зрителей за теплое внимание к моему каналу, за слова благодарности и поддержки. Мне это очень приятно и очень важно. С наступающими праздниками, мои дорогие! Желаю вам всем здоровья, радости, мира в душе и много-много вдохновения в новом году. Обнимаю вас!